Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака на отношения, на ближайшее будущее. Я для ориентировки беру ближайшие несколько недель от дня расклада. Давайте посмотрим, что же в отношениях вас ожидает. Тем временем, пока я перетасовываю карты, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, вы можете лайк, оставить сообщение. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Итак, давайте посмотрим, что же ожидает наших дорогих весов. Какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас непосредственно в ближайшее время. Итак, смотрим весы. Весы, весы, весы. Воздушная стихия. Достаточно интересно. У вас первая карта, такие, которые мы здесь видим. Достаточно неплохие, Меня только десятка мечей здесь немножечко смущает, но так-то в целом очень даже неплохо. Здесь есть у вас, возможно, вместе с этим и тузом мечей, который выпадает у вас первым. Мы его видим здесь первым в раскладе. Он показывает, что в целом вы, может быть, как будто бы, знаете, возможно, прояснили какую-то ситуацию или какая-то правда вскрылась, какая-то ясность у вас появилась, которую вы получили вот в этой ситуации, в отношениях с другими людьми, с каким-то человеком. Возможно, некоторые из вас уже даже понимают, о чем идет речь. Возможно, это уже произошло, и это могло вызвать очень много путаницы с семеркой кубков, которая показывает на большое количество какой-то неразберихи, может быть, иллюзий, которые у вас были, или ложь, в которую вы попали, то есть какая-то ситуация, которая не приносила вам пользы и вызывала такой хаос у вас, запутанность. Так что, возможно, вы столкнулись с тем, что кто-то вам честно сказал наконец-то какую-то правду, откровенно рассказал о чем-то действительно проясняющем ситуацию. Возможно, вы порвали отношения с таким человеком, потому что туз мечей — это о отсечении чего-то, что не подходит вам. Может быть, с кем-то, даже с кем вы находитесь в браке или в каких-то таких достаточно долгих отношениях. Но здесь вот прям как какие-то ограничения могут возникать. Когда есть желание по королю мечей также вот поступить вот так вот резко, категорично, может быть, отсечь что-то, что вам не подходит, человека, который вам не подходит, или саму ситуацию, вот как будто ее решить вот раз и навсегда, отмерить и вот отсечь этот ненужный какой-то вопрос, который у вас есть. При том, что здесь эта четверка жезлов, которая тоже она присутствует, она показывает, что если вы состоите в браке или в серьезных отношениях, то стоит уделить серьезное внимание этой ситуации. Если же вы не замужем, если вы не в браке или не состоите в каких-то гражданских таких отношениях, где вы живете с человеком вместе, то, возможно, вы думаете о браке или думаете о создании семьи, и это может вам как будто бы не подходить. То есть вы рассматриваете такой вариант, вот семерка кубков, но боитесь этого решения и понимаете, что эти отношения не дают вам того, что вам бы хотелось. Паж Пентаклей здесь есть. Для некоторых из вас, возможно, что-то новое недавно началось, какое-то как новая возможность или новый шанс. И теперь вы поняли, что вот это то, что у вас было, оно вам не подходит. И это не то, чего я хочу, не то, что мне нужно. И вы хотите вот этой другой возможности, которая вам кажется более перспективной. Для некоторых из вас, возможно, это будет означать, что другой человек для вас предлагает что-то, соответственно, и вы выбираете из этих нескольких предложений. Может быть, кто-то предлагает очень мало, или, допустим, этот человек не хочет брать обязательства на себя какие-то, что-то в таком роде, и вам этот вариант не подходит, и поэтому вы рассматриваете какое-то альтернативное общение какого-то другого человека, или что-то такое подобное. Возможно так. Возможно, здесь из-за этого короля мечей, который есть, который является вашей картой, вашей стихией, вы очень аналитически относитесь к любви, к отношениям в целом и чувствуете, что вы уже усвоили какие-то уроки. Вы не хотите попадать в какую-то нестабильную или неблагоприятную для вас ситуацию, или ситуацию, которая не будет способствовать достижению вашей цели, того, что вы хотите, чего вы желаете. Так что я думаю, что, возможно, вы прекратили общение с
каким-то человеком, отсекли его, и, может быть, даже, да, для некоторых из вас это может означать полное отсутствие общения, даже вот так вот. Или если оно есть, это общение, то, возможно, это общение, оно как будто бы не совсем позитивное, не совсем качественное, очень такое резкое, возможно, или вы не можете дать четкий ответ человеку, когда он вас о чем-то спрашивает, потому что вы как будто бы думаете, выбираете и боитесь ошибиться, боитесь принять решение, которое будет ошибочным, может быть, да, и поэтому вы не торопитесь с каким-то ответом, который от вас ждет этот человек, но в любом случае расклад общий, да, поэтому если что-то не совсем вам подходит, не расстраивайтесь, ну, да, общий расклад подходит, возможно, не всем, но это такая общая энергия. Возможно, этот другой человек состоит с кем-то в отношениях, 4 жезлов, возможно, этот человек в отношениях, да, с другим, да, может быть, в браке находится, то есть здесь может присутствовать какая-то третья сторона, даже несмотря на то, что здесь там тройки мечей нет или тройки кубков, которые обычно об этом говорят. Но если этот человек женат или замужем, если, да, если так происходит здесь, то в целом, опять-таки, вы как будто бы сомневаетесь, для вас ли это, нужно ли вам это, да, впутываться в такие отношения, впутываться и ввязываться в такую ситуацию. Возможно, если у этого человека есть там другой партнер, другой человек, и он что-то вам предлагает, вот и рыцарь кубков здесь есть, да, как предложение делает, такие какие-то ухаживания или какой-то интерес в целом проявляет, но у этого человека есть еще кто-то в жизни, возможно, у этого человека сложная ситуация сложилась, и поэтому он в таких вот находится колебаниях, может обратить внимание на вас, какой-то флирт проявлять. Но в целом, опять-таки, вы поэтому можете и сомневаться, стоит ли такие ухаживания от такого человека принимать, потому что они могут быть очень сомнительные, и вы понимаете, что вот эта 10 мечей, которая здесь есть, она может показывать, что вы как будто бы готовы разорвать или отношения, или какому-то вот финальную точку поставить, или какие-то условия поставить для этих отношений или для этой ситуации. И если другой человек пойдет на эти условия, то вы можете подумать, да, принимать или не принимать эту возможность. Если нет, то вы, скорее всего, как будто бы отсекаете этого человека, понимаете, что это не ваше, вам это не нужно, или не нужно брать на себя какой-то грех, если этот человек находится еще в отношениях с кем-то, да, потому что, все-таки такая достаточно здесь это 10 мечей. Здесь, может быть, даже вы ожидаете, что, даже не знаю, для кого-то из вас это какая-то вот такая достаточно тяжелая стрессовая ситуация. Может быть, она раньше у вас не складывалась, эта ситуация в отношениях. И может быть, это даже кто-то, кто хочет еще одного шанса, дополнительного шанса и предлагает вам какие-то возможности, да, а вы ставите условия, если человек к вам возвращается с каким-то повторным предложением, вы ставите условия, потому что вы действительно находитесь в тяжелом состоянии выбора здесь. Итак, дорогие мои весы, на этом сегодняшний Таро-прогноз на отношения, на ближайшее будущее для вас мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Не оставляйте это видео без комментариев, без лайков, если вам этот расклад подошел и понравился. Желаю всем всего самого-самого наилучшего. До скорого!